Итак, привет всем. Меня зовут Егор, и я дизайнер, UI, UX-дизайнер в Hello Lab. И мне снова подвернулась удача донести информацию для вас. И я начинаю, я начинаю серию докладов UX-психология. Я буду чаще выходить в свет, да, в свет, и рассказывать что-то полезное. Как бы я решил разбить по сериям, чтобы сильно не грузить, да, информацию за раз. И хочу как бы, обычно же доклад там проходит там 40 минут, час. А я хочу сделать такой эксперимент, попробовать сделать 15-20 минут, чтобы давать только самую важную какую-то информацию, и посмотрим, как это вообще будет, да. Если тема зайдет, то я буду дальше продолжать, там, может, каждые 2 недели выходить в эфир и рассказывать про какие-то UX-аспекты, которые я сам учу, узнаю и хочу донести, чтобы как-то, чтобы люди, да, наши дизайнеры углублялись также в UX, потому что это очень важно. Как бы UX — это важный фактор в дизайне, поскольку, зная аспекты вот, человеческого поведения, ты более осознанно подходишь к своим действиям при создании UI. То есть сегодня я расскажу хочу рассказать про consistency. То есть в дальнейшем посмотрим, да. Если тема зайдет, я продолжу рассказывать про какие-то аспекты там UX. Там error screens, judgment. То есть, окей, вы мне в конце стрима напишите, как вам. Окей, что вообще такое consistency? А, Это качество всегда вести себя или действовать одинаково, а также быть одинаковым. В русской интерпретации это последовательность либо согласованность. Сейчас дальше буду рассказывать, станет чуть более явным и более понятным, о чем я вообще рассказываю, да. То есть с точки зрения пользовательского опыта это означает, что похожие элементы выглядят и функционируют одинаково. Не только в экосистеме одного сайта или приложения, да, там какого-то продукта, но имеют общепринятые паттерны, что снижает когнитивную нагрузку и делает взаимодействие более плавным и интуитивным. Вообще, почему это важно? Первое. Интерфейс или сайт становится более прост для новых пользователей. Да? Второе. Меньше ошибок, так как пользователи меньше путаются. И третье. Снижается когнитивная нагрузка, экономя время и усилия пользователя. То есть, как бы пользователь должен выполнять действия, ну, в некотором роде не задумываясь о том, что будет, например, если он нажмет на кнопку. То есть это не означает, что мы делаем наших пользователей глупыми. Ну, нет. Мы просто их лишаем лишней когнитивной нагрузки. Да? То есть, например, мы не задумываемся, когда там, делаем шаг, например, это у нас происходит уже на рефлексах и интуитивно. И нам не приходится там думать, как поднять ногу, и потом ее опустить и так дальше. То есть представьте, если бы мы каждый раз думали, как это сделать, то мы бы нагружали мозг рутинными задачами, то есть, нежели тратили мозговую энергию на действительно что-то полезное. А, Какие вообще бывают виды последовательности? То есть я уже чуть-чуть дальше расскажу, как можно и добиться, чуть больше углублюсь, и станет еще чуть явнее и понятнее. А, Бывает 4 вида последовательности. Это визуальная последовательность, функциональная последовательность, внутренняя последовательность и внешняя последовательность. Итак, визуальная последовательность. Ну, она основана на том, чтобы похожие объекты или элементы выглядели одинаково. Очень важно сделать связи между элементами четкими и построить прочную вот, визуальную иерархию. Речь идет о иконках, шрифтах, там, размера изображений, кнопках, ярлыках, ну, вообще других вообще жизненно важных каких-то вещах в дизайне, там, сайтах либо приложениях. Например, когда мы вот создаем статью, да, вот мы там все типа текстовых элементов, там заголовок, подзаголовок, там основной текст, цитаты и так дальше, должны использовать одну и ту же типографическую систему, чтобы их можно было легче, грубо говоря, отсканировать. Окей, я надеюсь, понятно. Как вам вообще, пишите в чате, понятно ли вам, о чем идет речь. Окей, дальше. Функциональная последовательность. То есть похожие объекты ведут себя одинаково. То есть, например, большинство веб-сайтов используют логотип в левом верхнем углу шапки сайта, нажав на который пользователи возвращаются на главную страницу
или типичные бургеры в хедере мобилки, благодаря чему легко попасть в меню сайта. То есть большинство пользователей привыкли к этой схеме и ожидают, что она будет функционировать именно так, даже на тех сайтах, которые они посещают впервые. Я чуть дальше расскажу про паттерны, к которым привыкли пользователи. Мы, кстати, мы уже живем в киберпанке, вот реально. То есть корпорации, как минимум в цифровом мире, корпорации захватили мир. И, например, такие там мета, да, то есть это Facebook, Instagram там, и так дальше, там, Google, этими, то есть их продуктами пользуются миллиарды просто человек уже. Просто, мне кажется, у каждого есть Instagram в телефоне, там, в любой стране мира, кроме Северной Кореи, там, не знаю, и России, у каждого есть Инстаграм. И люди уже привыкают к определенным таким расположениям объектов, то есть в продукте. И, то есть они как-то ожидают увидеть как-то какие-то сходства, да, удобства, которые уже были в их предыдущем опыте, в вашем там сайте либо продукте. То есть это довольно-таки, реально такая вещь, которую стоит, вот, учитывать при создании, да, своего какого-то дизайна, там, брать какие-то лучшие фишки из больших корпораций и продуктов. Окей. Внутренняя последовательность — это различные части интерфейса или бренда, которые выглядят и ведут себя как единая система. То есть, например, если вы сделаете все кнопки сетей на разных страницах или экранах вашего продукта одинаковыми, там, по цвету и дизайну, пользователи могут быстро различать их в любом этапе своего пользовательского пути. Грубо говоря, стоит придерживаться такого единого стиля бренда, да, на сайте и там продукте. Эм, окей. Дальше. Внешняя последовательность. Это вот части вашего интерфейса, которые выглядят и ведут себя как типичные образцы для большинства продуктов, например, такого рода. Это, например, может быть вот корзина, либо страница регистрации, которая работает плюс-минус одинаково, да, там, или когда вы используете корзину для покупок на сайте, или подчеркиваете текстовые ссылки, чтобы дать пользователям намек на то, что они кликабельны. Окей. Вообще, как добиться вот такой вот последовательности? Это первое. Придерживаясь ожиданий пользователя. Закон Якоба Нильсона гласит, что пользователи быстро привыкают к определенным шаблонам. Они хотят, чтобы ваш сайт, приложение выглядело и работало таким же образом, как и другие. Навигация по сайту должна оставлять чувство вот, легкости, да, полного контроля, а при отсутствии каких-то стандартных элементов люди могут чувствовать себя некомфортно. То есть, существует очень большая масса моделей поведения, да, и привычек, которые уже есть у пользователей, того, как они столкнулись с вашим приложением или сайтом. Этот набор знаний основан на их предыдущем опыте, и в зависимости от того, как к нему подходит дизайнер, он может помочь или, наоборот, да, испортить пользовательский опыт. Например, еще до популярности там, приложений, вообще интернета, там, мы, например, сейчас в графиках, да, в статистике, то есть большинство пользователей ассоциировало там зеленый цвет с положительным, а красный с отрицательным. И используя этот шаблон, да, известный миллионам людей разных возрастов и национальностей, вы поддерживаете внешнюю последовательность продукта и обеспечиваете его понимание визуальных данных. Да. То есть и это как типа как инклюзивность, но то есть вы станете удобным для большей аудитории, да. Вот, например, почему вот старшее поколение очень как-то, не любит пользоваться "Телеграмом". Для них это как-то сложно, хотя там, я бы не сказал, что мне кажется, что "Вайбер" тяжелее воспринимается, чем "Телеграм", но для старшего поколения они уже привыкли к "Вайберу", там. Это чисто такой прям пример из жизни. И для них переход в "Телеграм" — это прям вызывает такую боль даже в каком-то роде. Вот это вот, пример того, да, да, "Вайбер" просто беда. И это тот пример вот определенных паттернов и
привычек и даже уже как-то привыкание к определенным вот продуктам, которые люди вот не хотят там, типа, идти в другой. Окей, дальше. Будьте осторожны с экспериментами над компонентами пользовательского интерфейса. Ну, исходя из предыдущего пункта, легко понять, что любые эксперименты с элементами пользовательского интерфейса должны быть продуманы дважды ради последовательности. Это особенно верно для основных элементов, используемых в тысячах приложений и веб-сайтов. Люди знают их настолько хорошо, что в большинстве случаев им даже не нужно вот, думать, да, то есть они не задумываются, они уже знают, что это такое. Интересный вопрос, хорошо, я чуть-чуть дальше попробую ответить на него. Итак, ну, например, вот с каким бы сайтом или приложением пользователи не имели дела, когда им нужно что-то найти, они будут искать, например, значок лупы, да, либо поле поиска. Если, например, это спрятать, это чисто так прям пример, слишком контрастный, но я думаю, он будет намного понятнее, если там как-то разглагольствовать. Если спрятать функцию да, поиска за другой иконкой, либо там за другой кнопкой, как-то по-другому сделать непривычно, то есть это может очень сильно испортить пользовательский опыт. То есть пользователи зайдут, они хотят что-то найти, они могут найти поле заполнения, там поле поиска, и такой, все, я ухожу. То есть это получается, там появляется раздражение, кортизол и так дальше. Это тоже очень тема, углубляться в нее это про пару часов, про какие-то ощущения да, дизайна. Но я думаю, что в дальнейшем я смогу про это рассказать. Окей, дальше. Продуманная типографика и сходство цветов. Среди наиболее влиятельных факторов визуальной последовательности UX-дизайнеры часто упоминают цвет и типографику. Не секрет, что оба они способны влиять на визуальный стиль, эмоциональный фон и поведение пользователя. Будучи настолько важными для визуального восприятия, они оба позволяют пользователям почувствовать целостность и единство продукта, если используются последовательно. То есть ну, то есть именно поэтому в дизайне должна быть продумана система использования определенных шрифтов, цветов, там, для текстового контента и элементов макета. То есть таким образом сайт или приложение будет восприниматься четко, пользователи не придется привыкать к новым образцам да, и сочетаниям от одного да, экрана к другому. Это, в принципе, можно зайти. Почему здесь нет примеров? Вот почему я не стал сюда добавлять примеры, потому что можно, в принципе, меня послушать и зайти на наш там, Behance, у нас там кейсы появляются новые крутые, на Dribble, и просто послушать меня и найти там сочетание да, моих слов с какими-то определенными элементами, которые есть у нас на дрибле, на наших шотах. Окей. Дальше. Постройте систему с помощью визуальных средств. Изображения играют большую роль. Не только в придании интерфейсу красоты и стиля, они воспринимаются быстрее и легче, чем текст, но поддерживают удобство использования, да, усиливают посыл и вносят свою лепту в создание необходимого настроения и атмосферы. Ну, однако это не значит, что дизайнеры вот просто берут там понравившуюся им фотографию и так вставляют. Типа, ой, как бы изображения также должны быть продуманы, как и типографика. То есть изображения должны быть представлять систему, а не просто случайный набор. В этом случае они становятся еще одним фактором обеспечения последовательного пользовательского опыта. Ну, то есть, да, я же как бы написал, что пользователи быстрее, легче воспринимают вот, фотографию либо цвет, чем текст. Потому что мы, например, вот, я тоже сделал доклад, поэтому как вообще человек сканирует сайт. И чтобы вы ну, понимали, пользователи вообще не читают там, весь контент. Они, например, там их может зацепить. Ну, в основном то есть мы заходим на сайт, там скроллим и ищем заголовок, который там по пару слов нам как бы может быть полезен. Когда мы только останавливаемся и только начинаем читать, например, да. И так само работает фотография. То есть, если возьму, к примеру, сайт барбершопа там какой-то, и ты заходишь, там сразу такие брутальные мужики с бородами, все.
И тебе даже не нужно читать, о чем сайт, потому что сразу понимаешь, что это про какой-то барбершоп или что-то подобное. И это очень влияет на пользовательский такой опыт и понимание самого сайта. Это тоже важно. И прямо вот, мне кажется, самое важное вот из этих всего, то есть придерживайтесь единой системы брендинга. Бренд с твердой идентичностью должен демонстрировать последовательную связь со своим онлайн-присутствием по различным каналам, да? То есть сайт, приложения, социальные сети, презентации, корпоративная документация, то есть они должны быть объединены в единую систему, прежде всего за счет последовательного использования фирменных цветов и шрифтов. Да, еще раз же, почему здесь нету примеров, потому что у нас на Дребле просто море прям крутых, такого крутого брендинга, то есть, да, сайтов, приложений, которые имеют одну систему вот, дизайна, грубо говоря, да, то есть цвет, кнопки там и так дальше, шрифт. В общем, да, заходим и смотрим. Круто. Итак, ребят, и напоследок, что бы я хотел добавить, ну, то есть, все, что я рассказал ранее, это может быть, ну, когда-то реально явным. Типа, Егор, что ты нам рассказываешь? Я и так об этом знаю. Но мне нравится одна фраза: "Все, что кажется явным, стоит подумать над этим дважды". Так, спасибо, ребят, что пришли на доклад. Сейчас я, может, какие у вас вопросы есть, я, может, там поотвечаю. Как вам вообще доклад, вот такие мини-докладики? Было ли вам полезно? Или было бы вам вообще интересно, чтобы я еще выходил с докладами вот такими небольшими и приносил какую-то информацию для вот наших там дизайнеров, чтобы было как-то более полезнее? Так, а если хочешь, выйти за рамки, сделать что-то необычное, уникальное, но при этом, чтобы люди, не стопорились, на полпути сделать для них движение. Ну, короче, я так понимаю, ну, и тут же еще такая проблема, что мы упираемся, вот есть, типа, вот поколение, вот даже как с "Вайбером", да, например, и там поколение Z. Например, я отношусь к поколению Z. То есть я там, ну, я 99-го родился, но я в любом случае рос в 2000-х. И, для меня, например, новое воспринимается намного лучше, намного клёвый. Я не люблю, типа, какие-то стандартные там, типа, решения. Я люблю, когда какая-то уникальность есть в приложении. А, например, старшее поколение, они привыкли к каким-то там стандартам, типа, вообще. Ну, это, конечно, стопорит, вот прогресс, потому и мы, на самом деле, очень долго, типа, развиваемся. На самом деле, вот какие-то типичные там, вот даже как, типа как в моде, что типа мода повторяется. Так само в дизайне это все тоже будет повторяться. Это вот просто надо. На самом деле это очень сложная тема, как в плане там типа как создать продукт уникальным. Я прям не особо имею в этом опыт, но надеемся, что мы все будем стремиться к прям уникальности суперпродуктам, и чтобы люди их воспринимали вообще на ура. Спасибо, ребят. Не буду вас задерживать. Всем хорошего рабочего дня. Если что, пишите. Я всегда на связи. Чао.